Снова в эфире Global Macro Pulse. И, знаете, мы сегодня наблюдаем что-то, поразительное. Почти шизофреническое расхождение на рынках. С одной стороны, финансовые рынки, они, по сути, уже открыли шампанское. Да, эйфория полная. Они закладывают вероятность, больше 80%, что ФРС начнет снижать ставки к июню. А с другой стороны, геополитический барометр показывает, настоящий шторм. Особенно на Ближнем Востоке. И вот он фундаментальный конфликт. Деньги говорят «рискуйте», а новости кричат «осторожно». Именно. Это и есть главный ребус, который мы сегодня попробуем разгадать. Давайте начнем с того, что вызвало эту эйфорию. Данные. Данные по инфляции в США, они вышли вчера вечером по Нью-Йорку. Да, цифры впечатляют. Еще бы базовый индекс потребительских цен, то есть без еды и энергии. За январь он показал рост всего на 2,5% год к году. Это самый низкий показатель за последние 5 лет. Общая инфляция и того ниже – 2,4%. И рынок отреагировал моментально. Конечно, рынок фьючерсов на ставку. Там уже все решено. Снижение на 25 базисных пунктов к июньскому заседанию ФРС. Для трейдеров это, скажем так, свершившийся факт. Хорошо, цифры. Цифры на поверхности, они, конечно, убедительны. Но неужели ФРС смотрит только на них? Я просто помню, как они ошиблись в временной инфляции пару лет назад. Это все помнят. И что, они готовы снова нажать на газ при первых же хороших новостях? Особенно со всеми этими глобальными рисками. У меня тут, знаете, возникает вопрос посерьезнее. Про фискальное доминирование. О да, это ключевой вопрос. То есть ситуация, когда госдолг настолько огромен, что Центробанк, в данном случае ФРС, он просто теряет независимость. Он не может повышать ставки, потому что это взорвет бюджет. Мы не подходим к этой черте. Мы очень близко. И вы знаете, рынок, похоже, это тоже чувствует, даже если не говорит об этом вслух. Посмотрите, как он реагирует не на абстрактные идеи, а на конкретные действия. Министерство торговли США. Они объявили о предварительной поддержке введения пошлины 133% на российский палладий. Так, стоп, давайте здесь остановимся. Для наших слушателей. Почему это важно? Палладий, что это? Палладий – это не просто металл. Это ключевой компонент, он стоит в каталитических конвертерах почти каждого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Для снижения выбросов. Именно. И такой тариф, он может мгновенно сделать производство каждого неэлектрического автомобиля в мире дороже. Это же колоссальная головная боль для всей мировой автопромышленности. Им придется в панике искать новых поставщиков. То есть это не какой-то гипотетический риск? Нет, это прямой удар по цепочкам поставок, и мы увидим его в ценах на машины. Понятно. То есть пока одни трейдеры празднуют низкую инфляцию, за углом уже, скажем так, готовится новый ценовой шок. И это ведь даже не самый большой риск, если посмотреть на Ближний Восток. Там ситуация, мне кажется, накаляется с каждым часом. Абсолютно. Появляется информация, что американские военные готовят детальные планы, внимание, многонедельной операции против Ирана. Не один точечный удар, а полноценная кампания. С возможными ответами-ударами. В регион уже идет вторая авианосная группа. Это полностью меняет всю картину рисков для нефтяных рынков. Вот именно. И пока одни алгоритмы на Уолл-стрит с микроскопической точностью считают вероятность снижения ставки, на другой стороне планеты люди в прямом смысле двигают авианосцы. Два параллельных мира. Точно. И пока в одном мире напряжение растет, в другом мы видим, отчаянные попытки его снизить. На 17-18 февраля в Женеве запланированы переговоры. Россия, США и Украина. Да. Выглядит как попытка потушить пожар хотя бы на одном фронте, пока на Ближнем Востоке разгорается новый. Даже здесь все не так просто. Пока американские дипломаты готовятся к Женеве, в Мюнхене на конференции по безопасности идет своя игра. Да, китайская игра. Министр иностранных дел Китая Ван И встречается с коллегами из Германии, Франции и активно продвигает идею многосторонности. Отказа от блокового мышления. По сути, он предлагает Европе альтернативу. Альтернативу американоцентричному миру. И это вносит раскол в ряды западных союзников, которые и так с трудом вырабатывают единую позицию. Совершенно верно. И пока в Европе идут эти сложные геополитические шахматы,
Настоящая обида за будущее, она разворачивается в Азии. И вот там мы видим прямое столкновение между политическими декларациями и, тем, куда на самом деле текут огромные деньги. Кажется, пока старые державы в Мюнхене обсуждают ракеты, настоящая игра за доминирование в 21 веке ведется с помощью кремния и капитала. В Азии. Именно. И в Азии этот контраст виден особенно четко. Давайте посмотрим на Японию. С одной стороны, политика. К власти приходит премьер Такаичи. Она известна своими, скажем так, жесткими взглядами. Наследница Абэ. Да, она говорит о пересмотре пацифистской конституции. А это почти гарантированно означает массив фискальную экспансию, резкий рост госрасходов. Для инвесторов японские гособлигации GGBs – это огромный красный флаг. А с другой стороны? Где деньги? А деньги? Деньги игнорируют эту риторику и голосуют ногами, точнее миллиардами долларов. Посмотрите на TSMC. Тайваньская компания, возможно, самая важная на планете. Они делают самые передовые чипы для Apple, для Nvidia, для всех. И что они? И вот TSMC вливает гигантские средства в строительство своей новой передовой базы в Японии. Это не просто инвестиция, это стратегическая перестройка глобальных цепочек поставок. В чипах для искусственного интеллекта. Да, в сфере, которая определяет будущее. Но почему именно Япония? Что они там увидели? Стабильность, первоклассную инженерную культуру и, что важно, политическую поддержку со стороны США. В мире, где Тайвань под постоянной угрозой, перенос части производства в дружественную Японию – это, очевидный шаг – снижение рисков. Логично. И одновременно с этим разворачивается другая битва. Гонконг и Сингапур борются за право стать главным хабом для IPO технологических компаний. За будущие доходы. Да. Гонконг привлекает чисто AI-стартапы, а Сингапур делает ставку на ростовые компании. Это настоящая гонка юрисдикций. А что в это время происходит внутри самого Китая? Они же не могут просто сидеть и смотреть, как производство уходит. Они не сидят. Они в кризисном режиме, как выразился руководитель их ведущего производителя чипов SMIC. У них острейший дефицит чипов памяти. Это прямое следствие американского контроля. Чтобы понять, что на самом деле происходит с их экономикой, нужно смотреть не на громкие заявления, так? Конечно, нет. Нужно смотреть на незаметные внутренние индикаторы. И на что вы смотрите? Я смотрю на цены на свинину. Подождите. Цены на свинину. Звучит как-то странно. Почему именно свинина? Потому что официальные данные могут быть, скажем так, отредактированы и выходят с задержкой. А свинина в Китае – это не просто еда, это основа рациона, как у нас хлеб. Это прямая линия к кошельку средней китайской семьи. То есть это опережающий индикатор? Самый честный. И по последним данным, в начале февраля цены на свинину упали на 5,5% год к году. Когда цена на нее так падает, это не про успехи сельского хозяйства, это огромный красный флаг. Он говорит о слабом потребительском спросе, о дефляции, люди экономят на базовом. Понятно. И он не одинок. Цены на фосфат лития железа, компонент для аккумуляторов, рухнули почти на 12%. Промышленность тоже тормозит. Итак, давайте попробуем все это собрать воедино. Картина получается, невероятно сложной. У нас есть рынок, который ставит на мягкую посадку, на снижение ставок. И есть реальный мир с риском войны, с торговыми войнами, с замедлением в Китае. Мой главный вывод. Старый макроэкономический учебник можно просто выбросить. Слепо следовать за сигналами ФРС – это путь к катастрофе. Абсолютно. Игра изменилась. Хеджирование геополитических рисков – это перестало быть опцией для параноиков. Теперь это базовая необходимость. Повышенная волатильность в сырье, нефть, газ, палладий – это наша новая реальность. Хорошо. С точки зрения данных, куда смотреть? Я бы выделила несколько конкретных областей. Первое – азиатский сектор полупроводников. Диверсификация цепочек поставок из Тайваня в Японию и США – это фундаментальный тренд на ближайшие десятилетия. То есть следить не столько за странами, сколько за конкретными технологическими цепочками.
Именно. Второе – внимательно смотреть на разницу в оценках AI-компаний, которые выходят на IPO в Гонконге, и ростовых компаний в Сингапуре. Эта разница может многое сказать об аппетите к риску. И третье. И третье, как мы уже говорили, отслеживать неофициальные данные по Китаю. Цены на свинину, грузоперевозки, потребление электроэнергии – это самые честные индикаторы. В заключение я хочу поделиться одной мыслью. Она, на первый взгляд, не связана с рынками, но, возможно, является самым важным опережающим индикатором из всех. В Швейцарии, одной из самых богатых и стабильных стран, готовят референдум об ограничении населения страны 10 миллионами человек. Интересно. Просто вдумайтесь. В мире, который одержим идеей бесконечного роста, ВВП, экспансии, одна из ключевых экономик всерьез обсуждает идею добровольного самоограничения. Возможно, это самый первый, самый ранний сигнал фундаментального сдвига в глобальном мышлении, который рынки еще даже не начали осознавать. Что если дегроус — это и есть тот самый черный лебедь, которого никто не ждет? Будьте на шаг впереди. Это был Global Macro Pulse. Отказ от ответственности. Вся информация в данном выпуске не является финансовой рекомендацией.